Всем привет! Сегодня у нас очередной обзор кроссовок, и на этот раз вы сейчас все сами увидите. Я не буду раскрывать секреты все, но посмотрите, объемная коробка, это будет распаковка. Две позиции, по идее, должно быть от бренда Nike. Сейчас давайте раскроем и узнаем. Еще ничего не распечаталось, посылка вот только пришла, видите, досмотрена, но почему-то это клеится не сюда, как должно быть, а сбоку. Я не знаю, почему так. Коробка на самом деле жесть какая огромная, просто огромедная. Ну, сейчас посмотрим, что там в итоге. Я, конечно, жду подвоха, поэтому я и записываю эту распаковку на видеокамеру. Все-таки ценник этой посылки 50,5 тысяч рублей. И, по идее, две позиции, но почему-то Nike там, ну, я не знаю, тут должны быть кроссовки и носки. Но Nike, я не знаю, там что-то тупил, я вам потом позже расскажу, покажу, что. Ну, в принципе, да, две позиции, все правильно, носки Nike и смотрите, вот они. Nike HyperAdapt 1.0. Честно говоря, я охренел от этой объемной коробки. Я, конечно, знал, что она такая должна быть большая, но посмотрите. Вот Nike HyperAdapt делает у нас в Китае. Всегда говорил, что в Китае делаются самые такие более значимые версии, но почему-то мне казалось, что эту модель делают не в Китае, вроде во Вьетнаме. Ну, блин, может быть, я ошибаюсь. Это именно модель 2018 года. Ну, давайте откроем. Так, ага, здесь защелка. Ага, еще одна защелка. Вот так вот. О, боже мой. Мечты сбываются, но это... но это не Газпром. Это не Газпром, ребята. Ну и так, порвано что-то, видимо, уже кто-то открывал. Так, здесь тоже вся бумага порвана, но значит модель проверяли хоть как-то, кто-то перед отправкой. Ну вот они сами кроссовки. Ой, ну расцветка нормальная, там две расцветки. 49 990 официальный найковский ценник. Так, здесь какая-то брошюра на каком-то китайском языке, и здесь на английском, короче, русского, насколько я вижу, нету. Что у нас тут еще есть? Так, вот здесь вот надпись, видите? Electro Adaptive Reactive Lacing, электрическая адаптационная реактивная шнуровка. Вот чем славится эта модель. Кто еще вообще до сих пор не понял, куда попал? Так, здесь больше ничего нет. Давайте посмотрим, что у нас тут такое. Опа, русский язык. Так, для дополнительной информации, руководство, посетите страницу Nike. Ё-моё, а что, нельзя было за 50 тысяч сделать брошюрку и вложить ее сюда? Русский язык, доставка с Голландии. Я еще позже вернусь. Так, вот здесь вот, смотрите, порвано. Видимо, кто-то пытался уже... Ну, видимо, заряжали, проверяли перед отправкой. Это радует, что хоть кто-то проверил. Это адаптер USB. Блин, даже по-русски написано, сделано в Китае. Ну, так, в Китае все нормально. Так, я даже не знаю, за что взяться. На магнитах они должны быть. Вот эти штуковины. Это для зарядки. Так, где тут, как они вытаскиваются? Тут, видимо, вот и порвали, что вытащить не могли. Так, что ли, вытягивать? Боже ж мой. О боже, я это сделал. Охренеть. Да, вот. Плюс-минус. Здесь вот сразу же магниты друг к другу магнитятся. Ну и здесь вот такая вот штукенция. Я думаю, все и так понятно для зарядки. Блин, ребята, я забыл нажать на кнопку play. Да что будешь делать, блин, что за фигня, что творится с этим Найком? Короче, я тут и ходил без вас, и я думал, все записывалось. И они не начали зашнуровываться автоматически. Мне пришлось их тыркать туда-сюда, и потом вдруг они сами зашнуровались. Ну, я сожалею, блин, ну такой момент какой-то, я чуть не посидел. Ой, я не знаю. Ну, я сейчас попытаюсь вам сделать так же, как и в тот раз. Вот я начал одевать, они не одеваются, я не смог одеть без ложки вообще ни в какую, просто никак. Размер, конечно, мой, даже немножко великоватый, и даже с ложкой очень жестко одеваются
Я даже еще не успел вставить, они уже они исправляются. Они мне в тот раз ни левый, ни правый я надел, и они не зашнуровались. А здесь, видимо, надо было на кнопку нажать перед этим, чтобы типа они включились или что. Я не знаю, короче. Вот видите, я одел, надавил пяткой, и они не зашнуровались сами. Может быть. Ну вот опять та же самая история. Я начинаю сидеть. И знаете еще что? Вы это слышите? Я вам даже микрофон подставлю. Сюда. Это просто, блин, короче, это брак. У меня просто слов от культурных нету слов. Благо я сейчас это все записываю. Левый нормально, а правый... Ну все, это проблема вот именно в пластмассе, не проклей внутри. У меня нет слов. 50 косарей я отдал, кроссовки типа себе. Они не зашнуровались даже сейчас, вот до сих пор я жму. Давайте потыркаем их еще. Вот, ну вот так вот они начинают, да, потому что это я жму. Вот они же зашнуровываются. И... Так, ну-ка, здесь тоже светится. Кнопки... Ага, вот он сам начал зашнуровывать. Ой-ой-ой-ой, я что-то не разобрался до конца. Ох, сжимает-то, конечно, дико. У меня большой палец вот здесь вот. Блин, я даже не знаю, что сказать-то. Они тяжелые, как зимние ботинки, плотный материал верха, дурдом какой плотный. Вот мои первые ощущения стянули так, что я не знаю. Да, но они скрипят вообще. Да дурдом. Ну это брак, короче, это уже конкретный брак. Вот может быть они зарядили, там проверили это все, а вот это они не... А вот это они, да. Еще по идее красным должно гореть. Красным должно гореть. А, видимо, когда разряжено или что-то подобного плана. Ой, блин, ни хрена себе. Куда ты стягиваешь мне? Кнопки сложно. Они живут своей жизнью. Я ничего не нажимаю, мне то стягивает, то... Ни хрена себе он мне стянул. Ты посмотри. Охренеть, я ногой не могу. Отдай мою ногу. Дурдом, что творится? Горит все, светится. Даже, я думаю, ну да, видно сейчас будет. Ага, сейчас я понял, как они, наверное, работают. Вот, руководства нету, нифига нету. Ну, мы на сайт еще зайдем, посмотрим. А вот теперь они должны сейчас, смотрите. Все, а правый... Ну ты чё? Ох, как же это мне все достало. Ну, короче, вот такая вот распаковка. Друзья, я вам даже не могу передать те ощущения, с меня просто 7 потов сошло. Пофигу, не обращайте внимания, что на заднем там плане у меня всякая херня. Не в этом суть. Я вам много чего не показал, ну, я просто не могу вам показать, не в состоянии, даже не хочу делать обзор, немножко расстроился, ну, какое-то просто тупое опустошение. Made in Vietnam, внутри написано на коробке Made in China, это все вы увидите на детальном обзоре, какая-то хренотень творится с этим Nike. Я вам всегда на всех обзорах говорю, что интернет-магазин Nike это полное дно. Оно остается полным дном. Знаете почему? Когда я покупал эти кроссовки, я именно брал на официальном сайте Nike, эти кроссовки во всех размерах были, стоимость, ну там 49 990, это ладно. Не в этом суть. Я год назад покупал в Nike, и я не мог просто зайти в свой аккаунт, меня на этапе выбрасывало, когда мне нужно было оформлять через аккаунт, меня выбрасывало просто с аккаунта, никто ничего не мог сделать целый год. Я в техподдержку писал миллиард раз и плюнул потом, думаю, да пошли вы нахрен. Спустя год они это все сделали, и я захожу на сайт, что я вижу?
добавляю в корзину, и мне говорят, мы не можем добавить, у нас типа много заявок, вообще просто заявок, хотя эти кроссовки никому нахрен не нужны, просто у них много каких-то заявок. Ладно, захожу через день, сайт просто висит, ни хрена не запускается. Захожу еще через день, я не могу зайти опять в аккаунт, просто тупо мне черный вот этот экран и не уходит, вот где ввести не дает просто данные. Просто неделю висит сайт, я ничего не могу сделать. Я уже плюнул, хотел, думаю, да хрен с ними, с этими кроссовками, хотя я мечтал уже давным-давно сделать обзор и мечтал о таких кроссовках. И тут все нормально в один прекрасный момент. Я делаю 19 числа заказ, и все ништяк, покупаю носки. Через 2 дня мне приходит от DPD курьерская доставка, я вам рассказываю все, как это происходит. Доставка. Самое беспонтовое, во-первых, это DPD, у них много косяков, ладно, хрен с ними, думаю. Обычно, если вижу DPD, все сразу к черту, да, все, ничего не заказываю там. Но в этот раз исключение делаю, и 21 числа мне приходят документы на растаможку. Введите все свои данные, захожу такой, обрадовался, и что я там вижу? А я вижу на растаможку только носки. А кроссовок нету. Нету кроссовок, понимаете? Нету кроссовок. Там 500 рублей или 350 рублей за носки. Введите там все паспортные данные, всю фигню. Ввожу, ладно. В DPD пишу, они говорят, да мы нифига не знаем, вообще не при делах. Ладно, в Nike я не дозвонился, хрен с ними, думаю. Проходит несколько дней, неделя, 7 дней проходит, приходит еще одна растаможка на кроссовки. Я думаю, да ну нафиг, думаю, да что ж такое. И получается, мою посылку типа разбивают на 2 трек номера, и получается как бы что. И все, я жду, и жду, и мне надоело ждать, ничего не происходит, треков никто не присылает, никто ничего не знает, Nike не дозвонится, DPD вообще ни хрена не знает, говорит, ничего нам у нас посылок нету никаких. Типа и неизвестно, где ваша посылка. Я уж просто посидел. 3 июля я дозвонился до Nike, там писал, звонил им. И, о боже, они говорят, типа ваша посылка там где-то задержалась, что-то извините. Хотя это экспресс-доставка, понимаете, 22 дня я ждал. Экспресс-доставка мгновенно. Ладно, фиг с ним, просто... Мне говорят, она где типа в нейтральной зоне и все дела там, что-то подобное, сейчас разберемся. И в этот же день, бах, мне отправляют в город Омск. То есть она где-то лежала, если бы я даже не начал трясти, я жопу рвал там всем и себе жопу порвал, чтобы эту посылку мне отослали. Да нафиг такое мучение. 50 штук, понимаете, кроссовки 50 штук, нафиг такое мучение. И все, 3 числа, 9 мне сделали доставку, получается 22 дня экспресс-доставка. И, блин, как вы увидели, я думал, мне придут тупо либо одни носки, либо одни кроссовки. То есть поразился, а пришло в итоге все то есть в одном месте, все в одной посылке. И вот они, да, эти кроссовки и дурдом, и они косячнутые просто, они это закосячено вот здесь вот. Вы слышите все сами. Все. Вот они даже сами зашнуровались. Молодцы, без ноги. Молодцы, там кнопка, это мне как бы все известно, я все это разберу. Короче, Nike просто дно днищенское из Голландии, это единственный интернет-магазин вот из наших брендов, которых знакомых всем вам, которые доставляют свои посылки через растаможку с Голландии, экспресс-доставка 22 дня. Если бы я, говорю, там не подсуетился, мне бы вообще ее хрен даже за месяц прислали. А так вот я им начал трясти, и именно в этот же день мне все отправили с Москвы и вообще. Короче, пишите свои комментарии, я потом их сравню с Adidas 1, тоже с кроссовками будущего, которые вы уже видели, сопоставим, все разберем. Я просто сейчас не в состоянии это все делать. Всем спасибо, пишите, короче, все пишите, и всем пока.